Кирилл выл от боли и полз, оставляя кровавый след. Нога пульсировала и болела. Любое движение грозило потерей сознания. Но он не мог тут оставаться. Он должен вернуться. Впервые Кирилл услышал его в день своего десятилетия. Garrett Stories. Они с мамой проводили гостей и сидели, разбирали подарки. Потом он захотел пить и побежал на кухню. Наливая воду в стакан, он вдруг услышал свой собственный голос. Голос благодарил кого-то, а ему отвечал какой-то мужчина. Потом они вместе засмеялись. Кирилл подумал, что ему показалось. Но потом мужской голос громко сказал: «Кир!». Кирилл от испуга выронил стакан. Стакан разбился. Прибежала мама. Он ей все рассказал. Мама не поверила. Она отвела его спать, сказала, что это просто день такой, насыщенный. Вот и слышатся разные голоса. Сейчас он поспит, и завтра не будет никаких голосов. Так и произошло. Но через год, в день его рождения, все повторилось. Своего отца Кирилл видел только на фотографиях. Он был военным и погиб в горячей точке. Мама работала вторым режиссером. Во время съемок она часто брала Кирилла с собой. Кириллу нравилась вся эта суета и хаос, царившие на площадке. Ему нравилось наблюдать за мамой. Все обращались к его маме по любым вопросам. Ее уважали и боялись. А она оборачивалась к нему, Кириллу, подмигивала шутливо и продолжала серьезным тоном что-то требовать от работников. До 15 лет Кирилл вообще думал, что мама самая главная на площадке, и это она снимает фильмы. Конечно, это все повлияло на его выбор стать режиссером. К 16 годам он уже неплохо разбирался в процессах кинопроизводства и оборудовании. Пробовал снимать что-то свое, выстраивал кадры. Мама гордилась им и поддерживала во всем. Она говорила, что Шедевры рождаются в сердце и в состоянии свободы. Не из-под палки надо создавать, а гореть душой. И не надо бояться падать. Падая тоже можно снять много интересного. А я тебя всегда поддержу, будь спок. в день, когда Кириллу исполнилось 11 лет, он снова услышал его. Мамы дома не было, она убежала за продуктами. После обеда должны были прийти его друзья. Кирилл сидел и завтракал в одиночестве, когда вдруг отчетливо услышал звон разбитого стекла и свой собственный голос. «Черт!» У Кирилла вырвалось. «Кто ты? Ты где?» В ответ молчание. Потом растерянный мальчишеский голос. «Я Кир. Я у себя дома». «Кир — это Кирилл, правильно?» «Я тоже Кирилл. Ты, наверное, мой сосед сверху? Недавно переехали? Я вроде тебя не видел». «Да, Кирилл. Но все зовут меня Кир. И мы тут с отцом живем всю жизнь, с моего рождения. Я тоже тебя не видел. Ты с какого этажа?» «С 7-го. А ты?» Голос молчал. Потом растерянно произнес. «И я с 7-го. Ты не можешь быть моим соседом. Тут живут баба Света с дедом Колей». Кирилл похолодел. В соседней квартире действительно жили баба Света и дед Коля. Они иногда оставались с маленьким Кириллом, пока мама была на съемках. Кирилл быстро спросил: «Ты из какой квартиры?» Он задержал дыхание, ожидая ответа. «Из 203-й». Кирилл резко выдохнул. «Этого не может быть! Я из 203-й! Я тут живу вместе с мамой!» Злой голос ответил: «Врешь! Это мы тут с отцом всю жизнь живем, и соседи могут подтвердить». У Кирилла от волнения дрожали руки. Он громко сказал: «Я сейчас в кухне, в квартире 203. А ты где?» «В кухне?» — растерянно ответил Кир. «Опиши ее». Кир описал. Это была совсем другая кухня. В ней было только самое необходимое. Мебель была темная, не маркая, как сказал Кир. Гости к ним не ходили, поэтому стоял небольшой стол и 2 стула.
Кирилл слушал и таращился на свою яркую и непрактичную кухню, на огромный стол, на котором стояли всегда сладости, фрукты. Они с мамой любили принимать гостей. Кирилл не понимал, что происходит. Как такое может быть? Этот Кир его обманывает. Кирилл разозлился. Это что, какой-то розыгрыш на день рождения? Кир шумно выдохнул. Стоп. День рождения? У тебя тоже сегодня день рождения? Кирилл потерянным голосом произнес. Да, 11 лет. Кир ответил после небольшой паузы. И мне 11. Сегодня. И я жду отца. Он должен отвезти меня к бабушке. Ну, чтобы праздновать, типа. Постой. Давай уточним. Ты родился 19 марта 2003 года. Кир подтвердил, сказав, что да, все так, и из роддома его привезли в эту квартиру. А где твоя мама? Мама умерла при родах. Есть только фотография. Опиши ее. Кир сказал, что фотография в альбоме у отца. Он не любит, когда Кир роется в его вещах. Ему за это попадет. Он помнит только светлые волосы и родинку около губы, слева. Больше он не помнит ничего. Тут хлопнула входная дверь. Кирилл вздрогнул, вскочил и побежал в прихожую. Там уже снимала сапоги его мама. Светлые волосы рассыпались по плечам, когда она стянула шапку, а на лице притягивала взгляд небольшая родинка около левого уголка губ. Мама улыбнулась ему, а он заревел и бросился к ней. Кирилл не понимал, что происходит, и от этого было страшно. Он рассказал все маме. Мама в тот день решила, что гостей надо отменить и отметить только вдвоем. И не дома. Сходить в кино, поесть мороженого, покататься на роллердроме. Кирилл с радостью согласился. Ему было все равно где, только бы не дома. Они вернулись поздно. Кирилл отказывался заходить в кухню. Он быстро вымылся и лег в кровать. Тихий голос произнес: «Эй, ты тут? Спишь?» Кирилл вскочил и хотел позвать маму, но не успел. Кир быстро произнес: «Погоди, не зови никого. Давай попробуем понять сами. Я сейчас лежу у себя в кровати. Значит, я тебя слышу во всей квартире. А ты можешь спросить у отца? Может, он знает, почему твоя мама, которая умерла, сейчас живая и тут со мной, и живет тут всю жизнь?» Кир помолчал. Потом ответил: «Не могу, он меня в дурку сдаст. Он уже грозился, когда я подрался в школе. А ты опиши отца». «Я завтра опишу. Сегодня не получится. Фотография у мамы. Она спит чутко». «Тоже влетит?» «Нет, у меня мама не такая. Просто не хочу будить. Она и так мало спит». «Ну ясно. А какая у тебя школа?» Кирилл болтал с Киром, пока не заснул. Утром, пока мама была в ванной, он взял фотографию с тумбочки и позвал Кира. Никто не ответил. Кирилл ходил по квартире и осторожно звал Кира. Никто не отвечал. Следующий, 12-й день рождения, они выяснили, что слышат друг друга только один день в году. Каждый рассказывал про себя. Потом они праздновали день рождения. К Кириллу пришли гости, а у Кира пришли папины друзья. Они пили за здоровье Кира. Потом пели какие-то военные песни под гитару. Кирилл старался слушать и там, и тут, и от этого выглядел потерянным. Мама то и дело бросала на Кирилла обеспокоенные взгляды. Кирилл будто бы веселился и одновременно с этим был внутри себя. Он будто прислушивался к чему-то и часто убегал в ванную или туалет. Мама, проходя мимо, слышала, что сын с кем-то говорит. А в разгар игры, когда команды разгадывали шарады, Кирилл вдруг рассмеялся. Это один из друзей папы Кира рассказывал какую-то смешную историю. А потом он вообще отвел маму в сторону и сказал, что хочет лечь спать сегодня пораньше. И они не пойдут запускать китайские фонарики. Мама смотрела на него во все глаза. Сын где-то вычитал про желания в китайских фонариках на день рождения. И они искали их 2 последние недели. Она аккуратно свернула вечеринку, и Кирилл ушел к себе. Мама лежала у себя и с ужасом вслушивалась в шепот сына,
раздающийся из его комнаты. Слов разобрать она не могла. Решив завтра поговорить с Кириллом и что-то предпринять, она уснула. А мальчишки в тот день выяснили, что слышать друг друга они могут только до полуночи. Как только начинается следующий день, аномалия в квартире 203 исчезает. На 13-й день рождения Кирилл вел себя осторожнее. В прошлый раз он смог убедить маму, что все в порядке, но больше волновать ее он не хотел. В 13-й день рождения они с Киром выяснили, что аномалия распространяется не только на их квартиру, а на весь дом. На улице она уже не действует, зато в доме они могли разговаривать в любой точке. Главное, двигаться надо одинаково. Кирилл сообщал, что спускается не в лифте, а по лестнице, и они на каждом этаже останавливались, сверялись, где они и куда дальше двигаются, и снова общались. Киру часто попадало от отца. Он понимал, что кроме Кирилла его никто не слышит, и что тот никому рассказать не сможет, и выливал на него все свои обиды на отца. Кирилл слушал и не понимал, как можно ненавидеть самого близкого человека. Он маму любил, берег и уважал. Очень уважал. Она была настоящим авторитетом для него. Он видел, что точно так же к ней относятся даже самые известные актеры в стране. Из-за рассказов Кира Кирилл будто стал смотреть на этот мир иначе и видеть больше. Он стал замечать несправедливость, боль, обиды. Он вдруг увидел, что не все любят его маму. Некоторые завидуют или безят перед ней, шипя за спиной. Кирилл стал взрослеть. В 15-й день рождения Кир сообщил ему грустную новость, что отец хочет отдать его в кадетское училище. Они не смогут больше услышать друг друга. В 16-й день рождения Кирилл не ждал Кира. Он был уверен, что его уже отослали в училище. И он сильно обрадовался, когда услышал знакомый голос. «Ну что, бро, изнюхай нас?» «Ты не уехал?» «Не уехал. Убедил, что полезно закончить 11 классов и потом уже поступить в военное. Ну что, побродим сегодня ночью?» «Спрашиваешь. Встречаемся в 23:00 на верхнем этаже». Днем Кирилл был с мамой. Потом отпросился погулять с друзьями. Но в 23:00 он уже стоял на лестничном балконе на 12 этаже. Он тихо позвал. «Кир, ты тут?» «Я на месте, бро. Ну как днюха?» Кир был пьян. Он рассказал, что встретил друганов. Они купили в ларьке пиво и отметили его днюху. Он рассказывал долго и сбивчиво. Кирилл посмотрел на часы. 23:40. Было ясно, что разговора сегодня не выйдет. Он поздравил Кира еще раз с днем рождения и предложил разойтись. Из-за состояния Кира решили ехать на лифте. Когда Кирилл вошел в лифт, рука привычно потянулась на цифру 7. Но справа от нее Кирилл увидел выпуклую кнопку. Под ней было написано 7А. Он тихо позвал. «Кир, слышишь меня? У меня тут какая-то кнопка. 7А. У тебя она есть? Ты видел ее раньше?» «А? То кнопка? Да, есть. 7А. Не видел раньше. Жмем, бро?» «Погоди, я жму. Стой!» И Кирилл неожиданно для себя нажал на кнопку. Двери лифта закрылись. Лифт проехал чуть-чуть. Потом кабину тряхнуло, и двери раскрылись. Кирилл выглянул. Этаж выглядел как заброшенное техническое помещение. «Кир, ты вышел из лифта?» «Ага. Бро, да мы нашли тайную комнату, как в Хогвартсе». Кир заржал. «Ну что, идем дальше или назад?» «Дальше идем. У нас есть немного времени. Давай быстрее». Кирилл шагнул на этаж. Под ногами хрустнули разбитые стекла. На этаж проникал лунный свет, тускло освещая грязь и кучу мусора. Тут Кирилл заметил в глубине этажа какое-то движение. «Эй, кто здесь?» Ему ответил только Кир. «Ты кого-то нашел?» «Да, в глубине. У тебя нет никого?» «Подожди, иду дальше». «Да, есть. Какой-то мужик вроде. Он двигается».
Может, назад? Кирилл посмотрел на часы. 23:50. Погоди, я посмотрю, что за чел. Кир! Внезапно Кир абсолютно трезвым голосом произнес: «Кирюх, он, повторяет за мной движение». Кирилл шел вперед, не отрывая взгляда от фигуры впереди. После слов Кира Кирилл сделал резкий выпад вправо. Фигура сделала то же самое. И Кирилла осенило. «Кир, это зеркало!» «Точно, бро, это зеркало!» А я в штаны чуть от страха не наложил. Да, я тоже испугался. Иду к нему. Кирилл пошел к зеркалу. И чем ближе он подходил к нему, тем яснее понимал, что в зеркале не его отражение. То есть это был он, Кирилл, только в другой одежде. У Кирилла рваные джинсы, яркая толстовка, теплый шарф, стрижка каре. А в отражении стоял он же, Кирилл, но с короткой стрижкой полубокс, в черных джинсах и темно-синей куртке. Более того, отражение стояло, засунув руки в карманы куртки, и смотрела на него, на Кирилла, из-под лобья. Кирилл поднял правую руку вверх. Отражение пялилось на него, не вынимая рук из карманов. И тогда Кирилл произнес: «Я стою перед зеркалом» и поднял руку вверх. В ответ отражение рассмеялось и расслабилось, вынув руки из карманов. «Так это ты, чувак! А я, смотрю на свое отражение, не понимаю ни черта. С чего это я в зеркале такой разряженный, как петух?» Кирилла это царапнуло. Но тот факт, что он наконец-то увидел, с кем говорил все эти годы, стер неприятный осадок. «Кир, мы можем видеть друг друга. А касаться?» Кирилл протянул руку и положил на зеркало. Отражение в темно-синей куртке сделало то же самое. И вдруг Кирилл будто провалился внутрь зеркала. Он упал на грязный пол, тут же вскочил и оглянулся. Из зеркала на него смотрел растерянный он сам, в его одежде. «Это что? Мы что, поменялись телами, что ли?» Кирилл сам не понимал. Он провел рукой по голове. Волос не было. Руки задрожали. Он все понял. Они действительно поменялись местами. Он оказался в параллельной реальности. «Кир, быстро, прикасайся к зеркалу!» Кирилл кинулся к зеркалу и вытянул руку. Кир сделал то же самое, но внезапно отражение в зеркале поменялось. Кир увидел в нем парня с полубоксом, в черных джинсах и темно-синей куртке, с отчаянием вытянувшего руку к зеркалу. Он стал шарить в карманах. Нашел телефон. На разбитом экране стояло время. 0 часов 1 минута. Зеркало закрылось. И откроется оно только через год.